Геймплей в PES 2021, несмотря на свою скриптовость, вещь крайне непредсказуемая. И даже когда ты устанавливаешь пару-тройку новых геймплеев, не знаешь, что от них ожидать. Вроде бы ты видел и геймплейные вставки, и читал мнения от пользователей, и вроде поначалу все очень даже неплохо, но потом ты замечаешь, что ситуация в корне изменилась, и геймплей уже не такой, как был пару-тройку матчей назад. А поэтому игроки постоянно находятся в поиске того самого геймплея, которым бы они были довольны, который бы навязывал им конкуренцию, но при этом не был чересчур скриптовым. Да и на своем канале я уже выпустил пару-тройку роликов, в которых рассказывал про идеальный, на мой взгляд, геймплей, но тем не менее все еще продолжаю искать тот самый геймплей. И сегодня хочу рассказать еще об одном из таких, а именно геймплейный патч Real PES. Геймплейный мод, который обновляет геймплей, не заменяя оригинальный экзешник с PES 2021. Поэтому устраивайтесь поудобнее, как и всегда поддержите это видео своими лайками и подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. KupiCode — это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступные в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiCode их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. Совсем скоро в Steam начнется весенняя распродажа со скидками на игры до 75%. И это отличная пора, чтобы закупиться игровыми новинками и различными предметами. Пополняй Steam заранее, чтобы сразу купить новинку по огромной скидке или протестировать новые игры. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий. Просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». KupiCode не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Помимо этого, также сейчас на KupiCode проходит временная акция. При использовании дополнительного промокода комиссия на первое пополнение снижается до 10%, вне зависимости от суммы пополнения. Также через KupiCode можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы — Турция, Аргентина и так далее, по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Этот геймплейный патч, как я успел упомянуть чуть ранее, примечателен тем, что он не заменяет оригинальный экзешник, и по сути вообще никаких файлов не заменяет, как мы привыкли наблюдать это в случае со всеми остальными геймплейными модами. Для его установки достаточно поместить пару-тройку файлов в ваш сайдер, после чего прописать соответствующее значение в сайдере INI, и после этого геймплей начинает жить новой жизнью. Суть этого геймплея заключается в том, что он вроде как оставляет оригинальный геймплей PES 2021, просто изменяет некоторые значения, из-за которых искусственный интеллект во время матча ведет себя несколько иначе, нежели мы привыкли. Как оно всегда и бывает, упоминаю про те же самые скриптовые моменты, которые с этим геймплейным патчем также стараются свести к минимуму, и сводятся они к минимуму за счет того, что искусственный интеллект стал больше ошибаться, будь то в передачах или в ударах. Ну, например, там, где в оригинальном геймплее искусственный интеллект получает мяч в вашей штрафной, будь то где-то с фланга, будь то через центр, мяч в движении, игрок вроде как не успевает подстраиваться, он пробивает точно, либо в створ, либо и вовсе забивает в ваши ворота. С этим же геймплеем он, например, получает мяч, но как-то коряво бьет и даже в створ не попадает. И на этом строится весь этот геймплей. Именно что в ошибках. Ошибаются ваши игроки, ошибаются игроки искусственного интеллекта. Компьютер особо не жестит, позволяет вам играть, но если он видит, что вы допускаете ошибки, он уже вас не прощает. И, например, если вы пропускаете гол, то уже отыграться будет немножко тяжелее. А если вы пропустите и второй гол, то разгрома не избежать. По крайней мере, так было у меня. Что еще успело порадовать в этом игровом процессе, так это корпус. То есть искусственный интеллект не ставит такой непробиваемый корпус, он им также пользуется, но теперь мяч перехватить намного-намного проще. Чего не скажешь про ваш корпус. Когда ваши игроки выставляют корпус, искусственному интеллекту уже не так просто перехватить у вас мяч, и какое-то время он будет вот прям стучаться в вашу спину, в ваше плечо, и если вы успеете вовремя отдать передачу,
вы мяч не потеряете. Но чем дольше, как-то ни странно, вы будете удерживать мяч корпусом, тем больше шансов, что вы в конце концов все-таки его, потеряете. Но факт остается фактом. Корпус также был немножко изменен с этим игровым патчем. Касаемо совместимости этого геймплейного мода с версией игры, будь то пиратка или лицензия, ничего конкретно сказать не могу, поскольку сам автор этого геймплейного мода на своем примере показывал, что он его и разработал, и в целом демонстрировал потом его работоспособность именно что на лицензионной версии игры, а поэтому он сам и рекомендует устанавливать его на лицензионную стимовскую версию. Но поскольку здесь не заменяются никакие оригинальные файлы, не заменяется тот же самый экзешник, а просто добавляются файлы в сайдер, то в принципе попытаться установить его на пиратскую версию игры можно. Но с другой стороны, учитывая, что патч был разработан именно на лицензионной версии игры, его работоспособности пиратки я гарантировать не буду. Но если кто-то будет пробовать его там на том же SP Football Live, в принципе попробовать можете. Потом расскажете нам в комментариях, как оно на самом деле. Также в комментариях пишите, с каким геймплейным патчем играете вы. Возможно, вы расскажете о каком-то геймплейном патче, о котором мы до сих пор не слышали, и который, возможно, даже однажды заценим в рамках будущих роликов. Также пишите свои впечатления от этого геймплейного патча, если вы его все-таки попробовали и как он вам. Ну и также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, чтобы помочь ему с продвижением. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Ну а у меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр, желаю вам удачи с установкой, ну и заодно желаю приятной игры. До скорых встреч!